Хорошо, а что в его жизни меняется? А в его жизни меняется 5 кубков, а это очень серьезное разочарование. Он идет к тоске. Он будет тосковать, ностальгировать и мучиться душой, страдать душой. Видите, здесь же страшный суд. А это страдание, оно так и есть, видите, выпадает. И конфликт здесь есть. И человек может действительно и выпивать, злоупотреблять алкоголем, впадать в какие-то свои психозы. То есть стабильно у него не будет так, как было. И вот это вот ваше эмоциональное страдание, оно может передаться и ему. И может быть этот откуп, он будет и заплачен таким образом. Да? Заплачен, слышите? Не заплатить от слова, а заплакать. Его чувства, мысли, действия и планы загаданного человека по отношению к вам. Общий расклад Таро на любовь, на отношения для мужчин, для женщин. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшняя наша с вами встреча – это общий расклад Таро, в котором мы сперва посмотрим вашу ситуацию в отношениях, а дальше посмотрим, как может развиваться из потока та информация, которую мы увидим на картах, и что скажут карты Таро в процессе чтения карт. Давайте посмотрим, кто пришел на расклад. С чем пришел на расклад? На расклад пришла женщина. Женщина водной, скорее всего, стихии. Это рак чистой воды. Может быть рыбка, а может быть и скорпион. Но если это не ваш знак зодиака, вас, может быть, очень сильно расстроил мужчина, и вы испытываете очень сильные чувства, пытаетесь прийти в себя. Это вода воды, карта вода воды, да, и, по сути, вы как бы в очень сильных эмоциях. Может быть расстроены, может быть в печали, может быть сильно на какой-то эмоции, такой, да, сильной эмоции. Давайте смотреть. Сильная эмоция у вас. А почему сильная эмоция? Потому что вы сильно любите человека, испытываете к нему свои сильные чувства, и вы стоите перед выбором, да. Например, уйти или остаться, или будет ли продолжение, конец или пауза, кого он выберет, например, или кого выбрать. Если вы мужчина, то ваша партнерша здесь на эмоциях сейчас переживает очень сильно по вам. 6 все-таки выбор, поэтому давайте так скажу. На раскладе женщина любящая, ей трудно сделать выбор. Почему? Потому что она на эмоциях. Да, вот так вот. Окей, давайте дальше смотреть, что еще. Ой, да, здесь и страсти есть. Здесь прям, знаете, 2 в одном, 3 в одном, все в одном, да. Изобилие свежести всего в 2 калориях. Да, такая была реклама когда-то, может, помнит кто. Тем не менее, здесь женщина ищет компромисс, но у нее вот прям разрывается душа. Разрывается ее душа, и даже если женщина здесь сейчас смотрит как бы этот расклад, выпив или пригубив вина там, или еще чего-то, то я не удивлюсь, потому что здесь прям от любви болит душа, и душа требует продолжения банкета, да, такое. Но в центре компромисс, есть поиск этого компромисса как на уровне душ, так и на уровне вербальном. Но также могу сказать, что эти отношения, скорее всего, это отношения родственных душ. Еще может быть центральная карта, и вы, может быть, как женщина чувствуете в этих отношениях свою родственную душу. Но если вы мужчина, тоже можете чувствовать в этой женщине родственную душу. Давайте еще посмотрим, что здесь есть, кто на раскладе. Такое. Женщина может быть даже, это может быть и ваш муж, в принципе. 4 жезлов – это семейная достаточно карта. Но у меня такое ощущение, что вы ищете успокоения, ищете покоя. 4 жезлов – это такой, знаете, покой и уют, и вы его ищете, вы к нему стремитесь, да, но никак не можете его достигнуть. А еще, знаете, такое, может быть, у вас есть, как особенно у женщины, здесь будет предчувствие, что кто-то на вас, на ваши отношения химичит. Да, это алхимия, алхимичит.
да, может, колдует, шаманит. Но особенно, если вы замужем, да, вот семейная эта карта. Ну и вопрос компромисса семьи. Останется ли семья в таком формате, эти отношения в таком формате, как были, или они трансформируются, продолжатся ли эти отношения, да, вот такой вопрос здесь такой, на эмоциях вопрос. Как бы страсти накаляются, видите, страстная карта – это Скорпион, и воды здесь много, вода, рак, рыба, Скорпион, а здесь чистый Скорпион. Ну, знаете, как вода подогревается здесь, страсти накаляются. Ну и здесь еще и карта рак. Мужчина, может, уехал или в командировке, или на дистанции. Ну, в общем, мужчина покинул семью, отчий дом или отдалился. І мужчина, може бути, як кажуть, в мандрах, десь тиняється або десь їздить. Ну, такое, да, то есть мужчина на отдалении. Или собирается отдалиться, или у вас есть какое-то предчувствие, что любимый человек может отдалиться. Вот такое. Сегодня вот расклад именно больше для женщин, которые гадают на любимого мужчину, который отдаляется не с ними, или где-то отдалился сейчас, или уехал. И вот хотят узнать, вот, а что с ним, как он там и так далее. Да. Ну и здесь именно связь родственных душ чувствуется, да, как будто бы он не с вами сейчас, но он как будто бы вот рядом с вами сидит, да, и как будто бы с вами разговаривает. Вот такое вот. Ну окей, давайте все-таки духа потревожим, нашего святого, священного духа, да. Как дух видит это со стороны, да. Как видит дух эти отношения, да, или то, что между вами, что дух скажет. Ну, говорит, вам больно, и вы можете страдать очень сильно от этой боли. Тройка мечей. Как бы ваша душа здесь сегодня разрывается, именно душа, сердце на разрыве, да, такое, какая-то драма сегодня, да. Ну, такая, колода такая, да, на самом деле. Ну, и вы рискуете разорвать эти отношения, рискуете потерять этого человека, который отдаляется. Все-таки колесница, да, как она медленно не едет, но она же едет как-то от вас все равно здесь. Вы здесь, а он вон аж где, уже уехал как далеко. И тройка мечей, либо это болит сердце, болит душа, болит голова, болит тело, да, либо это так вот, оно болит, потому что разрываются отношения, и вы это чувствуете. Окей. Ну, окей-то окей. Почему-то гадко. А у меня почему-то сегодня вот именно гадко здесь, да. Почему-то гадко на душе у этой женщины. Что случилось у этой женщины? Почему она в волнении? Почему она плачет? Почему вы плачете вдруг, если что? Здесь аркан мир, и вы не видите пока выхода. Вы ищете этот выход, но найти его не можете. То есть, по сути, вам кажется, что эта ситуация, она безвыходная. Давайте теперь спросим. Вот это вот шестерка влюбленная. И зададим вопрос о партнере. Кого любит ваш партнер влюбленный? Кого он любит? Он любит того, кого он добивается. И он любит того человека, с кем связана его цель конечная. Да? То есть, ну, также он может любить того человека, который сейчас, здесь и сейчас, очень близок к его делам, к его работе. Ну, например, он любит того человека, который близок к тому процессу, в котором он прилагает усилия. Если это вы, тогда вас. Если это совершенно другой человек, ну тогда он может любить и не вас, да, то есть, ну, сосредоточена его энергия. Хорошо. Что скажут высшие силы про родственность ваших душ, уточняем.
Родственность ваших душ, она-то и есть здесь, но вы теряете этого человека и теряете как минимум мужчину. Да, ваши души родственные выпадают в чаши, но риск потери этой родственной души, разрыва этих отношений высок, велик. Да? Вероятность велика. 4 жезлов. В чем может быть успокоение вашей души в этой ситуации? В чем может быть успокоение вашей души в этой ситуации? Нужно дать этому мужчине пока что покой. Именно мужчине. Это 9 чаш, мужская карта. И так скажу, в этой ситуации ваша душа успокоится, если мужчина тоже будет спокоен. Поэтому нужно давать именно мужчине достигать той цели, которой он хочет, как ни странно, потому что 9 чаш – это зона комфорта мужская. Но нужно делать и таким образом, чтобы и вам было спокойно на душе. Но что такое спокойно на душе вам? Скорее всего, вам нужно вынуть из себя ту эмоцию, которая вас сейчас беспокоит. Вот если вы плачете, например, вам нужно выплакаться. 9 чаш, между прочим. То есть вам нужно наполнить все бокалы своей эмоцией. То есть внутри вас ваше сердце успокоится там и тогда, когда ваша эмоция выйдет из вас. Поэтому если хочется кричать, выть, там, плакать, орать или еще чего-то, а может смеяться, то делайте то, что выводит вашу эмоцию. Ну, а мужчину нужно пока не беспокоить. Не беспокойте его. Окей. Куда он движется? В какую сторону он движется? К чему он движется? Он движется от вас все-таки. То есть вы его теряете сейчас. И он движется к своей цели. То есть ваша цель и его цель, они не пересекаются. То есть ваши цели различны. И, возможно, он действительно в кого-то влюблен, имеет кому-то чувство. Но опять-таки, это еще не факт, что все будет совсем плохо. Да? Почему? Потому что мы же еще и не досмотрели расклад до конца. Окей, 3 мечей. 3 мечей. Что вы теряете в этих отношениях? Что, кого? Теряете вы мужчину, прежде всего, но и теряете в этих отношениях движение к своей цели. Видите, здесь у каждого своя цель, поэтому скажу так. Во-первых, вы теряете свой курс, свое направление, и где-то, может быть, теряете себя. Но также, опять-таки, это мужское движение, поэтому все-таки у вас высоки риски того, что вы в этих отношениях потеряете того человека, особенно мужчину, с которым имеете дела какие-то, да? Хорошо. Видите, скачет карта, это выскочило прям, и здесь аркан мир. Вот здесь я его сильно не показываю, да? Приоткрытый он такой. Так вот, давайте так скажем. Возможно ли примирение? Мир и королева кубков. Возможно ли примирение? Да, примирение возможно. И да, здесь, скорее всего, есть треугольник. И да, он, скорее всего, здесь все рвет. Но, опять-таки, примирение возможно. А теперь я здесь вижу такую комбинацию карт, как королева кубков, мир и 3 кубков. И сразу хочу спросить, если он сконцентрировал свое внимание на ней, особенно на женщине, есть ли здесь приворот? Мы не делаем сегодня диагностику, мы просто задаем вопрос. А вы сами уже прислушиваетесь к себе. Если вы хотите знать, если не хотите знать магические подсказки, двигайте дальше, да? Ну, проматывайте. Есть ли здесь приворот? 2 мечей. Если вы чувствуете, что мужчина, например, да, или ваш партнер ведет себя как будто чего-то не замечает, или как будто бы у него нет выхода, или как будто бы он, ну, знаете, действует как-то так с закрытыми глазами, украинскую, наослеп, да, и
ну, вслепую, да. И как будто бы его связали, да, то есть здесь может быть приворот, привязка, это называется двойка мечей, это привязка чистой воды. Да, к сожалению, да, может быть, особенно если он, знаете, вот как язык вывалил, да, и ничего или никого, кроме этого человека, ну, соперницы в частности, да, не видит, да, может быть здесь приворотик. Окей, хорошо. Как раз мы вот проверяем вот этот квадрат, где есть 14, 8 кубков. И еще один раз спрашиваем, насколько он сильный, этот приворот, да? Стоит ли вам, ну, прикладывать усилия, ну, чтобы ослабить его, да, то есть остудить его, например, или отвязать его. А ну-ка смотрим, сильный он или нет. Да, он достаточно сильный. То есть не факт, что прилагая усилия, вы каким-то образом, ну, победите его, преодолеете, да? Хорошо, тогда давайте спросим. Коль уж мы говорили, не беспокойте мужчину, не беспокоить мужчину, стоит ли вам это делать? То есть не факт, что вы его снимете, но что карты скажут, делать вам какие-то обряды, ритуалы на него или нет? Ох, карты говорят драться, сражаться и прилагать какие-то усилия. Поэтому карты говорят да, а вы сами напишите, будете вы это делать или нет, или сами решите. Подсказка такая идет. Хорошо. Если вы приложите усилия все-таки, какова вероятность достижения вашей цели и возвращения, да, того, что было, туда, куда оно, откуда оно идет, да? 50/50 весы. Ну, неплохая вероятность. То есть, но и опять-таки, смотрите, идет прямо откуп. Вы таким образом откупаетесь от чего-то и платите свою стоимость или свою цену за то, что произошло между вами. А вы сами знаете, что произошло. Может быть, что угодно, да, вы можете написать в комментарии, можете не написать, но тем не менее, то есть, скажу так, прилагая эти усилия, вы деньгами искупаете тот кармический процесс или тот кармический узел, да, или деньгами развязываете этот кармический узел. Работает ли так? Да, работает. Может, вам легче станет на душе. Тоже бывает, потому что иногда вот эта душевная боль так рвет сердце, что не знаешь, что дешевле, да, или что дороже, или как дешевле, или как безопаснее, или как в конечном итоге будет лучше. Да. Окей, хорошо. Ну вот, допустим, как поменяются ваши отношения, если вы что-то предпримете, да. Как поменяются ваши отношения, если вы что-то предпримете. 8 монет, неплохая карта, и опять монеты, смотрите, 6 монет, 8 монет, но может измениться к лучшему. То есть, видите, то, что я говорил, это не факт, что вы его еще теряете, да, или что он однозначно там сошел с ума, да, и не очнулся, да, от этого вот плена или от этой иллюзии, в которую он попал, да, или от этого морока, от этого приворота, что там происходит. Окей, хорошо, давайте теперь посмотрим. Его чувства к вам, что он к вам сейчас чувствует в этом треугольнике, да, здесь треугольник у нас сегодня. Что он чувствует в этом треугольнике? Ну, он чувствует воодушевление по отношению к вам. То есть он приподнят, но, знаете, как есть такая приподнятость, но его внимание по этой карте на вас не сконцентрировано. 8 жезлов, то есть он в разные стороны, ну, как бы распыляет свою энергию, да. То есть он чувствует к вам тепло, но этого тепла намного меньше, чем было раньше. То есть он чувствует остывание к вам, но тепло чувствует, тем не менее. О чем думает прямо сейчас? О чем? О работе, о службе и о своем долге. То есть он что-то кому-то должен и, ну, считает, что он должен как бы доделать эту работу и отдать какой-то долг. Да. Окей. А что его держит
Опять, видите, или что его пугает? Давайте спросим вот здесь. Что его пугает? А пугает его обстоятельства, те обстоятельства, в которых он оказался. И его пугает, что он не достигнет того, чего он хочет. Он пугается, что не достигнет успеха именно. Да? Ну, успех этот, скорее всего, связан с работой, с делом, с бизнесом, со службой и с тем, во что вы оба вовлечены, или во что вовлечен он и еще тот человек, который может быть третий, да, то есть он может боится не достичь успеха и с вами, и с тем человеком, который завязан как-то с ним. Какой внутри него сейчас конфликт? Вот с чем он сейчас борется внутри себя? А борется он очень сильно, и у него тоже не все хорошо. Если у вас болит душа, то у него болит и душа, и тело, и разум, все болит. Борется он с чем? Борется он со злом, но и борется он с честностью и нечестностью, со святостью и несвятостью. То есть он, по сути, борется с темными силами и с обстоятельствами, которые по судьбе он преодолевает. Поэтому, да, скорее всего, у него есть какая-то привязочка. И он, знаете как, борется с материальным миром, преодолевает трудности, и преодолевает трудности в энергетике своей, да, вот. Ну, по сути, он преодолевает те темные силы, которые на него воздействуют, да. Может быть, и обстоятельства вызваны воздействием этих темных сил. Но не в лучшей ситуации этот человек пребывает сейчас, честно вам скажу. Хорошо. Что он дает вам и что он дает сопернице? Что получаете вы и что получает соперница? Вы и соперница. Вы получаете покой. Может ли он охладевать к вам, да, по этой карте? И может ли он вас оставить в покое? Да. Видите, риски высокие, то есть без борьбы никак не обойдись, да? Что получает соперница? Соперница получает либо мужчину, либо магию, либо и то, и то. Особенно если мужчина Овен, Лев, Стрелец, ну или мужчина управляет каким-то процессом, может быть руководитель, там, директор, политик здесь может быть. Ну, специалист в какой-то такой, мастер на все руки, ну, маг, да. Тем не менее, соперница получает магию и, ну, в худшем случае для нее манипуляцию. Вы в лучшем случае успокоитесь разумом, а еще в лучшем случае душой. Но риски того, что вы теряете этого партнера, к сожалению, пока что высоки. Мы как бы по сути и проверяем. Хорошо. Учитывая усилия, во сколько вам усилий это все обойдется, в какие силы вам нужно прикладывать, да, тут работа, да, и она и материальная, и физическая, и, там, ну, материальная как минимум, да, то есть во сколько вам все это выльется, в какую сумму, да, вот так. 10 монет, очень дорого вам это обойдется, если вы будете прикладывать усилия здесь. Ну, как я всегда говорю, да, удовольствия должны быть дорогими. А бывает, ну, откуп бывает дорогой, да, и вам будет казаться, что это дорого. Но на самом деле ничто не дороже денег, с одной стороны. И помните о том, что ваше здоровье, оно всегда дороже, да, и ваше будущее всегда дороже денег, да, то есть, ну, как с этой точки зрения. Поэтому 10 монет, значит, просто подтверждаю то, что если вы как бы впрягаетесь в борьбу за этого партнера, то в конечном итоге это выливается вам в солидную сумму. Карты вот сегодня прям рубят правду, да, такую. Хорошо. Давайте посмотрим, что может с точки зрения высших сил его, ну, как бы отрезвить,
да, или пробудить от вот этой вот двойки, от вот этой двойки мечей, от восьмерки мечей. Он как будто бы в каком-то узле, да, в какой-то паутине. Что может извлечь его из паутины темноты? Гром среди ясного неба, голос. Его также может пробудить мужчина, может быть, его друг. Ну, это еще и какой-то конфликт, это диалог и активное действие. Если руны, то это руна Тейвас или Тивас. И это активность. То есть, если вы не будете ничего делать, то вы не получаете никакого шанса. То есть, без шансов. То есть, это активное действие. Поэтому разговоры, переговоры, активное действие, воздействие, даже та же там активная магия, то есть если это магия, то это интенсивная магия, да, а если это материальное воздействие, то это активный контакт, то есть вам с ним нужно поддерживать связь. Он вас, например, банит, а вы находите все равно какой-то вариант с ним общаться через другой канал и так далее. То есть нельзя отпускать эту ситуацию сейчас. Получается, по картам так. И если вы считаете, что вам это уже все надоело, то, может, это не ваш расклад тогда. Да? Тут такая вот именно драматика сегодня какая-то, да? Драматизм. Да? Хорошо, давайте теперь спросим, что он планирует сейчас делать? Что он планирует сейчас делать? Он планирует добиться своего, победить, або перемогти. И он хочет достигнуть того, к чему он стремился. Вот почему он отдалился, да, вот к тому он и идет. То есть он со своей как бы дорожки не сойдет. Он будет все равно идти вперед. Хорошо. А что он считает для себя судьбой, да? Что считает для себя судьбой? Или куда ведет его судьба? К чему ведет его судьба? Здесь смотри, паж все-таки, паж чувств. Судьба ведет его к каким-то новым чувствам. Его даже не сколько судьба его ведет к новым чувствам, сколько его ведут за собой, скорее всего, вот этими чашами, да. То есть он идет вот по привороту вот этому. Вот куда приворот его ведет, туда и он. Скорее всего, если это соперница куда-то идет, то он идет за соперницей интуитивно, да. Но все равно, куда его ведет судьба? К нестабильным отношениям пока что. Это нестабильное отношение. Хорошо, что в его жизни меняется? А в его жизни меняется 5 кубков, а это очень серьезное разочарование. Он идет к тоске. Он будет тосковать, и, скорее всего, он будет тосковать по прошлому. Это тоска по прошлому. Ностальгировать и мучиться душой, страдать душой. Видите, здесь же страшный суд. А это страдание, оно так и есть, видите, выпадает. И конфликт здесь есть. И человек может действительно и выпивать, злоупотреблять алкоголем, впадать в какие-то свои психозы. То есть стабильно у него не будет так, как было. И вот это вот ваше эмоциональное страдание, оно может передаться и ему. И, может быть, этот откуп, он будет и заплачен таким образом. Да? Заплачен. Слышите? Не заплатить от слова, а заплакать. Понимаете, да? Это как бы перенос ваших страданий на его страдания. Такое тоже может произойти. То есть, этот человек идет к страданию. Хорошо. А как он планирует разделить что-то? Разделить что-то. Как он планирует делить что-то, если планирует? Он планирует разделить это что-то таким образом, чтобы, если есть женщина, которая может на него влиять, если есть такая, особенно если она лев вдруг, то она ему не помешала. То есть он хочет разделить все на своих условиях, так как он этого хочет. Особенно если он лев, овен и стрелец, если он огненные стихии. А здесь очень много
Овна и Льва, да, ну, вообще огненных стихий. Хорошо. Какая перспектива у этих отношений, если вы сейчас ничего не будете предпринимать? Если вы сейчас не будете рубить с плеча, разрывать эти отношения, и, может быть, предпримите по тузу мечей, по вот этому, мы же все-таки эту горизонталь смотрим, какие-то действия, которые могут эти отношения наладить и укрепить, то вы меняете ситуацию к лучшему. Поэтому все не так однозначно. Видите, 10 монет, 2 монет, здесь 8 монет. Материальный мир у вас достаточно крепкий. Что-то вы уже успели заложить в эти отношения. Хорошо. Если вдруг вы хлопнете дверью, будет ли он вас возвращать? Ну, вроде бы как здесь наоборот, здесь мужчина как бы хлопнул дверью пока что. Но тем не менее, давайте посмотрим. Да, но здесь должна быть высокая энергия у вас, а у вас этой энергии пока нету. То есть вам нужно сперва поднять энергию свою, а потом хлопать дверью. Скорее всего, он будет вас возвращать, но должны сложиться таким, ну, как говорится, удачно должны сложиться обстоятельства, чтобы он начал вас каким-то образом возвращать. Да? Скорее да, чем нет. Немножко, ну, как бы диссонирует с общим раскладом, но тем не менее, да, пусть возвращает. Если вы хотите, чтобы он вас возвращал, напишите в комментарии. Пусть возвращает, я буду хлопать дверью, да, вот так. Почему такое тоже может быть? Чего он добивается от вас? 6 жезлов проверим. Добивается, чтобы вы, во-первых, мучились, страдали, маялись по нему, да, и чтобы вам было больно. Вот такой вот он, в кавычках, садист. Ну, может, он-то и такой, но все-таки 12-й аркан, висящий, мучающийся, да, чтобы вы помучились, как говорится, ваших мучений хочет он. Хорошо, а чему он радуется, когда вы мучаетесь? Чему он радуется, когда вы мучаетесь? Или получает ли он удовольствие, когда вы мучаетесь? А ну, давайте смотреть. То вы знаете, здесь такая карта 10 мечей. Может, он просто вас хочет добить, знаете, как говорится, доконать, да, эмоционально особенно. Но вообще карта такая на физическом уровне. Чему он радуется? У меня такое ощущение, что сейчас он радуется, что вам больно. Почему так, можете написать в комментарии. А мы сейчас спросим, а почему он радуется? Почему он радуется, что вам больно сейчас? Что карты говорят? А вы хотели им управлять? Королева жезлов. Королева жезлов – это Овен, управляющий процессом. И он радуется, что он не зависит от вас. Рядом еще и сила, видите? Поэтому почему он радуется, когда вам больно? Что-то где-то вы ему энергетически, как говорится, вставили жезл туда, куда ему не очень понравилось, где он не должен был быть. Да? Вспомните, где это вы ему прикрутили. Ну, может, где-то вы его достоинство. Ну, королева жезлов – это контролирующее достоинство жезла, мужское достоинство. Поэтому где-то вы его достоинство зажали, ущемили. Ну и помните, да, человек может простить все, кроме унижения. Ну ладно, сами знаете, где у вас было, где вы нагрешили. Хорошо, давайте прямо спросим, а где же вы нагрешили? Вы именно нагрешили. Сейчас проверите себя. Тогда здесь король пентаклей, на секундочку, он еще и с жезлом здесь, но это пентаклевый король. Вы достоинство зацепили, но оно больше финансовое. Скорее всего, вы ему сказали: ах ты ничтожество. Ну, вот такого, вот в таком стиле. Ну, или где-то дали ему понять, что он недостоин вас, потому что он не тратит на вас столько, да. Ну, а тут
по-другому никак не скажешь. Может, это не ваша ситуация. У вас было, может быть, как-то по-другому, и вы можете написать, как у вас было. Можете в деталях, если захотите. Но, тем не менее, здесь вот именно конфликт эго. И у мужчины это эго, оно на материальном уровне больше все-таки. А у женщины это эго на уровне власти. Власти над мужчиной. Ну, а чего хотят женщины больше всего? Напишите в комментариях, хотя я почитаю чужие точки зрения. Да. Ну, окей. 2 пентаклей. Давайте спросим. Готов ли он меняться сам? Да, готов ли он свою позицию, такую консервативную, как-то поменять? Да, если готов, то в какую сторону? Здесь есть дьявол. Но дьявол, вряд ли он сейчас поменяется. Почему? Потому что по дьяволу, да, вот покажу так, сдалека. По дьяволу я скажу, что вряд ли он готов меняться, потому что он по дьяволу, это может быть, кстати, еще и приворот действует на него. А с другой стороны, сила его привычек, сила его убеждений, сила его эго не даст ему легко поменяться. И вы этого человека легко не измените, не поменяете его. Хорошо, давайте немножко тогда спросим про соперницу. Дьявол выпал, вот наконец-то давайте эту дьяволицу, да, или соперника кто-то посмотрит. А что там соперница? А соперница тут шут, она ни при чем вроде бы как. Или делает вид, ну или она, знаете, как... вообще это... Сама энергия Мартидо гуляет, да, такая, с косой, да, вроде бы. Но она не с косой здесь, она идет с какой-то с пустым пакетом, в котором должна быть душа. Тем не менее, что соперница? Соперница делает вид, что она ни при чем, шифруется. Давайте спросим, а почему она шифруется? Почему шифруется, да? А боится. Боится, во-первых, мужчины. Скорее всего, вот этого. Может быть, боится начальства, власти и боится наказания. Интересно. Какого наказания? За что боится? Почему боится? Но тут связано с работой, поэтому она боится быть наказанной финансово, боится быть выкинутой из этой компании, но боится пострадать на деньги, потерять деньги и, боится наказания все-таки тех людей, которые над ней. Поэтому соперница ваша, она не в самом выгодном положении на самом деле. И, возможно, ее страхи могут быть ограничивающим фактором в этих отношениях. Еще давайте посмотрим про нее. Да, тихорится по полной, но, скорее всего, она таки магичит. Поэтому, тут с большей долей вероятности на мужчине есть какая-то магия, это как минимум привязка. Да? Хорошо, а что вам делать по поводу нее? Что карты посоветуют? Паж жезлов может быть как-то поиграть, в кавычках поиграть, информацией о ней. Может быть как-то манипулировать. Я не призываю никаким шантажам, тут может быть такое, да, это информация, да, это управление, это жезлы, поэтому манипуляции. То есть манипулируйте ей, пробуйте и... Еще раз, не призываю ни к чему плохому, но тут может быть и шантаж. Ай-яй-яй. Да? Окей. Хорошо. А что она по отношению к вам? Соперница, да? Но она вас подгружает. То есть, смотрите, будьте осторожны. Паж жезлов и десятка жезлов. Очень две рядом карты. То есть, ваше действие по отношению к ней может рождать противодействие ее по отношению к вам. Или породить это противодействие. Но она вас может нагружать. То есть, может ли она создавать вам проблемы? Да, как минимум с мужчиной, и вообще по жизни. Какого рода проблемы она может создать вам?
Ну, финансовые проблемы – это прежде всего проблемы со здоровьем и проблемы с мужчиной, естественно. Вам нужно отвечать ей? Ну, вам можно и нужно бороться, если у вас что-то взяли ваше, ну, то, что вам по праву принадлежит, если вас обманули и что-то закрысили, да, как говорится. Ну, и нужно быть очень осторожной, мудрой, хитрой и сильной. Нужно ли это делать? Решать вам. Эта хитрость вашего разума должна сейчас ответить на этот вопрос. Ну, я бы сказал, что да, можно применять какую-то хитрость. А какую решайте сами. Это общий расклад. Хорошо, дальше. Если вы пойдете на хитрости, что вы получите? А получите любовь любимого человека, скорее всего. Но двойка – это родственная душа. Поэтому за родственную душу, возможно, вы положите свою душу, а может быть, положите крупную сумму, да, как говорится. То есть, а неисповедимы пути Господни, ты не знаешь, чем ты заплатишь в конечном итоге. Как по мне, лучше заплатить деньгами, чем тем, что нельзя купить. Но это мое личное мнение, а ваше свое можете написать в комментарии. И давайте посмотрим. Если вдруг стоит выбор у него, я уже говорил, да, вот что получает соперница, а что получаете вы. Кого выберет он, вас или соперницу? А ну давайте, вы слева, соперница справа. Кого выберет он, вас или соперницу? Вы. Паш мечей. Паш мечей – это беспокойство и борьба. Шансов немного, но они есть. И они, знаете, как из воздуха, из каких-то действий. Это туз мечей, которые вы можете использовать, а которые можете и не использовать. У вас шансов немного, но они, еще раз говорю, есть. Если вы будете прилагать какие-то усилия, делать какие-то движения и шаги. Она. Девятка мечей. Ух ты, вообще классно как. И это, скорее всего, карта, которая говорит о том, что если вы принимаете участие в этой борьбе, то в конечном итоге вы можете значительно увеличить свои шансы на то, что она проиграет, а вы все-таки выиграете. И еще раз скажу, что неисповедимы пути Господни. Вы еще, по сути, и не начинали этой борьбы, скорее всего. Что вам советуют карты Таро? Карты Таро вам советуют хорошо все взвесить, продумать. Двойка жезлов – это всегда деградация, расширение, деградация Юпитера, да, но высшие силы вам советуют собрать всю свою силу и волю в шар или в кулак и применить ее по назначению. Для чего предназначена ваша сила? Ваша сила предназначена для того, о чем сейчас болит и плачет ваша душа в самой первой карте. Для чего вы пришли на этот расклад? Чтобы все прояснить и чтобы стало лучше, чтобы стало больше света, больше энергии, больше силы, чтобы солнце, любовь была у вас в вашем мире, и чтобы светлые силы наконец-то засияли вокруг вас короной света, тепла и любви с близким человеком, с близким мужчиной, с близкой женщиной, если вы гадаете на женщину. Ну и чтобы тьма ушла, и чтобы все было хорошо. Было звучит сейчас в прошлом, а мы скажем по-другому. Все будет хорошо.